Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. 7 роликов в неделю минимум проходит, и сегодня обзор на очередной защищенный телефон Oukitel. Почему так сложно? Потому что всегда у них сложно, зато названия моделей во всяком случае очень простые. К чему это все? К тому, что телефон неплохо снимает, телефон нереально огромный, а самое крутое в нем это автономность. Под 15 часов я мало что встречал, я думаю, как и вы. Но штуковина для большой-большой руки. Штуковина имеет довольно стабильную начинку, не сказать, что суперскую, но больше 300 тысяч попугаев выбивает, и это хорошо. Неплохо снимает, есть функция ночных фото. Я не знаю, что о них говорить, об этих защищенных телефонах, они мало кому нужны, но если вы этот ролик смотрите, однозначно они вам необходимы. И, разумеется, съемка, как всегда, как аудио, так и видео, ведется на этот смартфон. Для входа, чтобы вы понимали сразу, с чем будете иметь дело. Максимум здесь 1080p 30 fps. Не смотрите на разрешение ролика, потому что основа будет все равно 4К 60 fps. Плюс здесь ужасный звук микрофона, вы это услышите. Я все это дело обязательно улучшу для того, чтобы вы вообще хоть что-то слышали. Но по факту телефон очень плохо записывает звук. Не забудьте подписаться на канал, смотрим. 1001 на YouTube. Всем привет, меня зовут Саня, канал Польза.нет, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянный, это 5 мибэндов 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, смотрим телеграм-канал со скидками, скоро 11.11 и будет много отличных предложений. Чтобы вы понимали, насколько они будут хороши, посмотрите мою телегу, посмотрите цены на девайсы и вычтите, наверное, процентов 15. Обрадуйтесь и ждите. А сегодня я расскажу вам о защищенном смартфоне Oukitel WP13. Да, язык сломаешь. Полетели. Ожидания к смартфону были изначально смешанные. Точнее, их практически не было, так как он слишком красиво выглядит для телефона, который может не разбиваться при первом же падении. Но что случилось с ним после моих тестов, расскажу позже. Вы же прекрасно знаете, как часто я их разбиваю. Итак, распаковка. Коробка весьма габаритная, картон плотный, пришла без повреждений. Оформление у нее простое и лаконичное, никаких фотографий и минимум спеков. В комплект входит телефон, скрепка, блок питания на 18 Вт, кабель USB Type-C версии 2.0 и инструкция, в которой можно найти русский язык. Ура! Неприятный запах у упаковки, разумеется, есть, но с телефона он быстро выветрился, что есть хорошо. Напоминаю, что даже у iPhone 13 Pro был такой запах первые сутки, что эгегей как не весело было. И да, я брал его в официальном магазине в России. Нет еще, по-моему, копий. Тыльная часть аппарата закрыта пластиком, рамки металлические с усиленными углами, а экран покрыт закаленным стеклом толщиной в 1,1 мм, устойчивым к царапинам и потертостям. Правда, не заявлено, какая там Gorilla Glass, что странно. Может быть, не оно вообще. Дизайн для защищенного телефона очень привлекательный, особенно по сравнению с Cubot King Kong 5 Pro и AGM H3. Но один из них даже дроп-теста не выдержал, напоминаю. Ссылки на обзоры, как всегда, в правом верхнем углу. Oukitel WP13 имеет брутальный внешний вид, насыщенный цвет корпуса, который при свете играет переливами, и аккуратный блок камер. Правда, сам телефон огромный. Тыльная часть глянцевая, и по этой причине отпечатки все собирают на ура. А вот размеры смартфона в длину крайне внушительные. 178 мм на 83 мм в ширину и 16 мм в толщину вместе с блоком камер. А весит устройство, внимание, 335 граммов. В руке кажется очень массивным и тяжелым, особенно для меня. У меня средний вес и средний рост 182-76. На корпусе расположена кнопка питания, микрофон, вентиляционное отверстие, 2 динамика. Один основной, находится он с тыльной части, и разговорный с лицевой части. Звучание здесь моно, при этом не тихое и не самое плохое. Далее блок камер, фронталка, крепление под шнурок для переноски, кнопки регулировки громкости, за заглушкой в нижней части телефона разъем для зарядки USB Type-C и разъем под мини-джек. Также за заглушкой сбоку имеется слот на 2 сим-карты и одну SD-карту. И с этой же стороны расположена настраиваемая кнопка с функцией SOS. Кстати, сами салазки не прорезинены, а только слот закрывается вот этой резинкой. У кнопок полностью отсутствует люфт, и при нажатии нет неприятных щелчков. Смартфон оснащен дисплеем IPS на 6,78 дюйма, 2400 на 1080 точек Full HD+. Плотность пикселей 480 dpi или 396 ppi, что неплохо. Максимальная яркость 102 кандела на метр квадратный или 335 люксов. На солнце яркости заметно не хватает, хотелось бы значительно больше. Частота обновления экрана 90 Гц, автояркость работает адекватно, без резких перепадов, не в тему. Под разными углами тон картинки не изменяется, что хорошо. Always on Display в наличии, работает стандартно. Также
Также на борту режим работы в перчатках. Мультитач есть и берет все 10 пальцев. Ура! Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев и распознавания лица срабатывает стабильно хорошо. В экран внедрена фронтальная камера по центру, не особо маленьких размеров, не заметить точно сложно. Рамки вокруг экрана приличные, но не такие большие, как подбородок. Далее, смарт оснащен процессором MediaTek Helio G95. Не полный брак, но вы сами все понимаете. С техпроцессом 12 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,5 ГГц. Графический процессор здесь Mali G76 MC4. Android 11, оперативка LPDDR4X и доступна здесь 8 ГБ. Внутренней памяти доступно 128 ГБ и расширить ее SD-картой можно до 2 ТБ. Wi-Fi двухдиапазонный, есть поддержка 4G, сеть ловит отлично, бенды 7 и 20 на борту, Wi-Fi не 6 версии, к сожалению. Вибромоторчик с хорошей тактильной отдачей, но настраивать вибро нельзя. Bluetooth версии 5.0 не последний, но и не старый. NFC поддерживается и Google Pay встает без проблем. Google сервисы доступны с коробки. В GPS-тесте на холодную выдал он 1 метр в условиях городского парка. Емкость аккумулятора 8300 мАч. PC-марки выдал 14 часов 45 минут и осталось 20%. И это очень даже приличный результат, так как тест я проводил при 90 Гц на максимальной яркости. Понимаете, о чем я, правда? Не зря аппарат такой огромный. Заряжается с 0 до 15% от родного адаптера питания 40 минут, за 2 часа 25 минут набегает 53%. А полностью заряжается у меня за 4 часа 30 минут. Прямо очень прилично. Поедает за час игры в Genshin Impact 18%. При 90 Гц на максимальной яркости, понятно, на минимальных настройках. Беспроводной зарядки не завезли. Тротлинг-тест проходит не с радужными результатами. 96 гипсов минимально, максимально 155 гипсов и в среднем 122 гипсов. И не говорите мне, что не существует условий, в которых телефон так перенапрягается. Существует. В бенчмарке в сингл-коре показал 507 баллов, в мультикоре 1612. В 3D-марке прошел только 2 теста: Wildlife Extreme с результатом 422 и Wildlife Extreme Stress Test с результатом 422. В Antutu показатели не совсем плохие для данного аппарата. 342 тысячи попугаев — это прилично. В Storage-тесте показал 19 тысяч. На холодную стресс-тест прошел, но, мягко говоря, плохо. В игры играть некомфортно, даже на средней графике в Genshin люто лагает. А в танки играть более-менее, но все равно некомфортно. Напоминаю, что в танке можно рубиться даже в телефоне за 1007 рублей. Притом такие есть на канале, и они будут лучше справляться, чем этот магический Helio G95. За время игры нагревался до 40 градусов. Смартфон имеет защиту IP68, IP69K и MIL STD 810G. После моих дроп-тестов у него не разбился экран и функционал не пострадал. Единственное, по корпусу появились царапины и потертости, в том числе и на экране. После я искупал его в холодной воде, и на улице было в тот момент плюс 6 градусов. Плюс сильный ветер, и на удивление все эти факторы никак не повлияли на него, но придя домой, я заметил странную, неприятную, однако, вещь. Задняя панель начала отклеиваться, причем стремительно, и в принципе, если бы я зацепил ее за край кармана, то остался бы без красивой синей тыльной части. Вот такой вот эпичный фейл. Как там любят говорить, опять с Аней пришел брак. В тыльной части находится 3 камеры, вспышка, инфракрасный излучатель. Основная камера на 64 мегапикселя, ИК-камера ночного видения на 20 мегапикселей и макро на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Фронталка здесь на 16 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 1080p. Примеры вы сейчас увидите на экране. Фронтальная камера, и я снимаю в Мега Дебенко. Одной рукой нереально его держать, 300 с лишним граммов. Как это дело снимает, вы видите. По большому счету для видеозвонков хватит за глаза и за уши. Ну, вы видите, что сзади меня происходит. С другой стороны, на дорогих моделях происходит примерно то же самое. По поводу роллинг-шаттера его здесь нет. Еще раз напоминаю, по поводу освещения, ну, вы сами видели, во всяком случае, или увидите еще ночные примеры. В целом неплохо. Для фронталки, для такого аппарата прямо совсем неплохо. И великолепная основная камера. Если на месте стоять и снимать, руки трясутся, но не сильно. Стаб здесь, конечно же, никакой. Но в целом, давайте автофокус посмотрим. Если днем дневной автофокус, на листиках не хочет на таких фокусироваться. Смотрим на других листиках. И раз, и два, и три. По поводу, кстати, автофокуса, еще многие, кто говорит, что не важно, как работает камера. Важно, она, во-первых, занимает много места, во-вторых, сенсор стоит дорого, и дорого стоит оптимизация. То есть, в принципе, вы за это все равно платите, поэтому требовать
от производителя, чтобы они делали камеры правильные и хорошие, это нормально. Ночь Мурина Oukitel W17, во всяком случае так написано в спеках. Фронтальная камера 1080p 30 fps. Если с одной руки снимать, как вы видите, трясется все нещадно. Если с двух, то даже более-менее. Сейчас проверим стандартно Rolling Shutter. Вот вы ощущаете, что некоторые смартфоны, которые не являются в принципе смартфонами для съемки, это вот этот смартфон, не имеют Rolling Shutter, а некоторые смартфоны, которые должны быть чуть ли не идеальны, учитывая стоимость, они почему-то имеют его. Это неправильно. Хотя программистов, я уверен, что у этого бренда в разы меньше, чем у мастодонтов из разряда Xiaomi. Правильно? Вот так примерно вас будет снимать камера. Многие скажут, что эти телефоны покупают не для камер. Многие скажут, что их вообще использовать будут исключительно только для того, чтобы забивать гвозди. Но мне важно, как это дело здесь работает. Почему? Потому что сюда его запихали, и за это вы платите, за то, каким образом эта камера будет отрабатывать. Не знаю, может быть, у вас где-то на работе, либо дома. Вот так примерно с фронталочки, во всяком случае, вы будете с WhatsApp, если звонить вечерком, прогуливаясь по Мурино. Правда, оглядываясь периодически, что разумно, после часа ночи в Ленинградской области, да и где угодно. Это же Россия. Не самый худший вариант, не самый лучший, но нет, это лучше, чем я ожидал, скажем честно. Как микро, сами слышите, как запись тоже сами видите. Та же локация, продолжение банкета. Здесь уже основная камера, тоже 1080p. А от нее, конечно, хотелось бы даже ночью немного лучшей картинки, но мы ее не получим. Почему? Потому что аппарат вообще не про съемку, но это его не оправдывает, правильно? Это автофокус, если что. То есть никаким образом я телефону не помогаю фокусироваться. И, ну, во всяком случае, он есть. Это единственное, правда, что можно сказать. Потому что сказать, что он медленный, это ничего не сказать. Он прямо совсем долго думает. Иногда даже, видите, да, иногда думает больше, чем 5 секунд. Минусы. Нет беспроводной зарядки, тесты прошел не очень с хорошими результатами, в играх плох, задняя панель отклеивается, звучание моно, очень тяжелый и габаритный. Прислал мне его производитель без условий ТЗ, как вы уже прекрасно заметили по ходу ролика, и во всяком случае по результатам несложно догадаться. Где его купить, оставлю ссылку в описании к видео, если есть промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики, тем более на защищенные телефоны это прям очень часто бывает, хотя мало кто их приобретает. Что логично, рыбаку и охотнику это будет в цвет, а в целом, ну, такое себе приобретение, такая штука большая, реально его можно использовать как средство самозащиты. Резюмирую, несмотря на все его минусы, этот телефон справился хорошо с основной своей задачей, устоял перед падениями, холодом и водой. Понятно, что это не минус 50, но в минус 50 вообще мало что выживает. Жил я на Крайнем Севере долго, девайсом там всем нет. Устройство данного типа не покупают для игр и постоянного серфинга в интернете, поэтому для своих задач он вполне хорош. Держит батарею волшебно и снимает не самые худшие видео, учитывая, что это просто мобильник третьего эшелона. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите, что еще вы бы хотели увидеть на обзоре. Девайсу да, лично от меня. Добра и удачи вам, дорогие друзья.